Добрый день, друзья! Сегодня готовим домашнюю тушенку по рецепту моей свекрови. Домашняя тушенка всегда получается вкуснее покупной. Здесь вы самостоятельно можете убедиться в качестве мяса и в правильности приготовления. Кроме того, такой продукт не содержит много калорий и готовится относительно просто. Важно выбрать свежее мясо высшего качества. Для приготовления нам понадобится свинина, соль, лавровый лист, душистый перец, черный перец горошком. Свинину, у меня мякоть, тщательно моем и нарезаем на небольшие кусочки. Если есть какие-то жилки или косточки, вырезаем их. Для этого рецепта прекрасно подойдет мясо с прослойкой сала. Так даже сочнее получится. На 1 кг мяса я добавляю 1 чайную ложку с горкой соли. У меня ровно 2 кг свинины, значит добавляю 2 чайные ложки соли. Тщательно перемешиваем. Накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник на ночь, хотя некоторые хозяйки не оставляют на ночь, а готовят сразу. По истечении времени возвращаемся к мясу. В чистые банки выкладываем по 1 лавровому листу, 1 горошина душистого перца и 4-5 горошин черного перца. В каждую банку наливаем по 30-40 мл холодной кипяченой воды. Теперь плотно трамбуем мясо. Из 2 кг свинины у меня получилось ровно 4 пол-литровые банки. Снимаем с крышек резинки и накрываем ими банки. Загружаем в холодную духовку и нагреваем до 200 градусов. При выпечке очень важно, чтобы банки не прикасались друг к другу, поэтому ставим их на расстоянии. Как только вода в банках начнет кипеть, убавляем температуру до 150 градусов и готовим ровно 3 часа. Вот так выглядят баночки с мясом через 3 часа. Опять ставим резинки на крышки и закатываем каждую банку. Затем плотно укутываем и оставляем до полного остывания. Переворачивать банки не нужно. Хранить такую тушенку рекомендуется в холодильнике, хотя она может храниться и в холодном помещении от 2 до 12 месяцев, если пошаговая технология соблюдалась правильно. Давайте посмотрим на результат. У меня была мякоть без сала, поэтому застывшего жира в банке не наблюдаем. Мясо очень мягкое, ароматное и легко разламывается на волокна. Я обычно готовлю из него жаркое, добавляю в суп, борщ, либо беру с собой в дорогу. Очень вкусно и сытно. Друзья, если у вас есть идеи или рекомендации, как приготовить тушенку в домашних условиях, пишите в комментариях под видео. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой!